Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем делать вот такие аксессуары для кукол. Сперва сделаем гоглы. Я хочу сделать их более реалистичными, а значит мне нужна линза. Но где же взять такую маленькую линзу? Для этой цели отлично подойдут блистеры от таблеток или витаминов. Монстряшкам и веряшкам по размеру в самый раз блистеры от обычной ножки. Теперь нам понадобится основа для создания окуляра. Это может быть обычный карандаш или ручка. В общем, цилиндрический предмет чуть меньше в диаметре, чем наш блистер. Аккуратно обрезаем будущую линзу. Неровности и заусенцы легко отшлифовать обычной пилочкой для ногтей. Далее берем лист бумаги. У меня это вот такая металлизированная цветная бумага под бронзу. Но можно и просто покрасить бумагу в нужный цвет. Отмеряем полосочки шириной 5 мм и длиной примерно 10 см. У меня влезает только 9,8. Для удобства возьмем по 3 такие полоски на каждый класс. Теперь берем нашу основу и обматываем ее первой полоской бумаги. В некоторых местах фиксируя капелькой клея. Накручивать бумагу нужно до тех пор, чтобы линза плотно садилась на этот цилиндр и не соскакивала. Теперь берем еще одну полоску бумаги и, промазывая клеем выступающую под линзой часть, также обматываем полоску вокруг ручки. После этого намечаем срез нашего окуляра. Можно нарисовать от руки или заранее вырезать шаблон. Снимаем нашу заготовку с формы и срезаем по линии. Надеваем обратно на форму и делаем обмотку третьей полоской. И теперь срезаем по краю предыдущей части. Такая поэтапная обмотка помогает сделать край среза окуляра более аккуратным. А намотанная сразу длинная лента сделает стенки очень толстыми, и отрезать что-то будет очень трудно. Далее сделаем основу для гоглов. Ее форму вы можете скорректировать сами, просто приложив шаблон к кукольным глазкам. Выкраиваем деталь без каких-либо припусков. Я буду использовать мебельный кожзам. Чтобы деталь не тянулась и стала прочнее, я промажу ее с изнанки клеем ПВА. Намечаем место для окуляров и приклеиваем их к тканевой основе. Плотно прижимаем и даем высохнуть. После этого можно вырезать окошки для глаз. Делаем это очень аккуратно и не спеша. Теперь подкрасим окуляры, чтобы выделить ступеньку и скрыть все царапины. Сглаживаем место стыка, растягивая градиент. Добавим детали при помощи бисера. Ставим капельку клея и прикладываем бисер. А чтобы очки держались на голове, я пришью резинку и прикрою шов элементами от шапочки для бусин. Закрепляем резинку с одной стороны и, обернув вокруг головы куклы, отмеряем нужную длину. В качестве крепежа можно использовать и простые ленты. Чтобы сделать наши гоглы интереснее, в линзу я вложу нижнюю часть от кнопки. Если подкрасить блистеры тонким слоем краски, получатся цветные линзы. А так как линзы мы не приклеивали, они будут еще и сменные. Теперь займемся сумкой. Выкраиваем деталь по шаблону, добавляя припуски только по бокам. И для укрепления наносим клей на крышку, бока и на донышко.
Сшиваем боковину по изнаночной стороне. Расправляем шов и пришиваем оставшиеся ушки к боковой части. Сшиваем таким же способом и другую сторону. Выворачиваем на лицевую сторону. И теперь обрабатываем края, прошив по периметру швом назад иголка. В качестве застежки у меня будет кнопка. Чтобы она не выбивалась, я подкрашу ее медной краской. А чтобы от частого использования кнопка не сломалась и не порвала ткань, с другой стороны я пришью вот такую шестеренку. Можно пришить пару декоративных элементов. Теперь пришиваем кармашки. Их достаточно прихватить лишь парой стежков. И, конечно же, нам нужен ремешок. На его место я пришью декоративную цепочку, которую крашу лентой. Продеваем ленту в звенья цепочки зигзагом. Фиксируем ее на конечных звеньях и пришиваем их к боковым сторонам сумочки. И в заключении я выделю детали золотой и медной краской. И вот такие аксессуары у меня получились. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Заходите ко мне и в другие соцсети. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!